женщина требует очень долгого изматывающего полового акта, если она заряжена идеей тантрического секса. В общем, во избежание такого явления рекомендуется периодически все-таки по старинке. Если уж все-таки вы не являетесь адептами тантры, но вам очень хочется почувствовать себя в шкуре тантриков и испытать тантрический секс. В принципе, есть один лайфхак. Нужно влюбиться. Привет, друзья! С вами Анна Аксенова, психолог, сексолог, психолог семейных отношений, автор гида мистической алхимии как метода. И сегодня рассмотрим тему тантрический секс, ожидания и реальность. И прежде всего, я, наверное, не буду, я очень хотела высказаться и высказать свою точку зрения, она достаточно жесткая, с другой стороны, может быть, и не буду. Я предлагаю вам подумать, вот тантрический секс, который является частью ритуала майдхуны, довольно сложный, с довольно сложной структурой и по большому счету проводящийся адептами, которые много лет в тантрической парадигме живут и дышат ею. Да. И половой акт, чувственный, да, продленный половой акт любящих друг другу людей и тоже может быть очень долгим, очень интересным. И одно ли это, да, одно и то же ли это? Это вопрос к вам, как вы считаете. Вот часть ритуала майдхуна, совершающаяся адептами, и секс в семейной паре. Долгий, пролонгированный, чувственный. Одно ли и то же это? И вторая часть, о которой я хотела поговорить, это вообще нюансы, с чем приходят потом пары ко мне, поскольку я с 2011 года психолог семейных отношений, консультировала пары и психолог-сексолог, поэтому и сексуальную жизнь мы с ними, естественно, тоже обсуждали. Так вот, приходят пары, и мужчина этого не говорит своей женщине, но потом в моем кабинете, когда она выходит, и у нас с ним разговор тет-а-тет, он будет предъявлять претензии к тому, что она требует от него, например, не кончать. И он все время боится, что у него пойдет эрекция, он не может уже так долго, ему хочется просто эякулировать и получить нормальный оргазм. И, кстати говоря, я должна вам тоже как сексолог сказать, что когда вы достаточно длительный период занимаетесь сексом с использованием прерванного полового акта, и мужчина не имеет возможности эякулировать, как это свойственно его природе, его вот эта самая функция начинает изменяться, и оргазм утрачивает яркость. И, в общем, это сказывается на удовольствии от секса, на удовлетворенности от секса в худшую сторону. То есть для мужчины это не очень хорошо. Поэтому, такая рекомендация, если все-таки вы решили, что в вашей паре вы будете, мужчина будет воздерживать свое семя. Есть, кстати, специальные техники, особые способы пережимать пенис или вообще усилием воли мышцами, напряжением определенных мышц. Так вот, можно удерживать семя, когда вот-вот подходит эта точка, и вы хотите эякулировать. Так вот, если делать это при каждом половом акте, в конце концов вы дойдете до того, что не будете получать и такого яркого удовольствия от секса, и не сможете эякулировать, как прежде. То есть в общем, во избежание такого явления рекомендуется периодически все-таки по старинке. И опять же, вот я сейчас коснулась того, что женщина требует очень долгого изматывающего полового акта, если она заряжена идеей тантрического секса.
и она требует, мужчина устает, иногда мужчине хочется просто сбросить напряжение, просто получить яркий оргазм за достаточно непродолжительное количество времени, и вот эти выматывающие состязания превращаются в обязаловку, и здесь уходит вкус от секса, и яркость, и все удовольствие, эрекция и прочее. Поэтому чередуйте хотя бы, друзья мои, чередуйте. Это второй вопрос. И третий вопрос. И она требует, мужчина устает, иногда мужчине хочется просто сбросить напряжение, просто получить яркий оргазм за достаточно непродолжительное количество времени, и вот эти выматывающие состязания превращаются в обязаловку, и здесь уходит вкус от секса, и яркость, и все удовольствие, эрекция и прочее. Поэтому чередуйте хотя бы, друзья мои, чередуйте. Это второй вопрос. И третий вопрос. Если уж все-таки вы не являетесь адептами тантры, но вам очень хочется почувствовать себя в шкуре тантриков и испытать тантрический секс. В принципе, есть один лайфхак. Нужно влюбиться взаимно, горячо, искренне, взрывоподобно и искряще влюбиться. И тогда у вашей пары будет именно этот самый тантрический секс. Скорее всего, если у женщины и у мужчины все нормально с установками, с физиологией протекающих процессов, да, то есть если нет обычных вот этих препон, с которыми к сексологу приходят. Если там со стороны секса все окей, и оба влюбились, у них будет именно этот самый тантрический секс, поверьте, именно он, да. И вот и все, что я хотела сказать, и по большому счету тантра ведет именно к этому, к возникновению вот этой вот первозданной неистовой стихии, возникающей, да, и объединяющей мужчину и женщину в тот момент, когда они влюблены и находятся в самом этом интимном сексуальном союзе, и где нет больше ничего, нет окружающего мира, есть только они, созидающие это пространство заново. Вот такая история. Поэтому влюбляйтесь, и у вас будет тантрический секс между вами и вашим возлюбленным. Вот и все. Вот и все.